Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сейчас начало данного ролика, разумеется, пишется на телефон Blackview A95. Насколько он хорош, насколько актуален данный девайс для нас сейчас, к сожалению, вот до этого момента я делал обзоры на телефоны топовые. Я поменяю чуть-чуть политику, потому что пора уже делать вот на такие супер эконом смарты. Это не первый эшелон, это скорее даже не второй, а ближе к третьему. С одной стороны, с другой стороны, это третий эшелон, который мы уже знаем. Он не глючит, что странно, он даже что-то там выбивает в Antutu, и притом это больше 200 тысяч баллов. Он пытается снимать, притом роллинг шаттера лично я не наблюдал. У него есть довольно неплохой внешний вид, то есть он мне реально нравится, и даже надпись Blackview на задней крышке меня тоже радует. Насколько он хорошо пишет звук, вы сейчас слышите. Насколько хороша картинка для основной камеры, опять же видите, но помните, что это супер эконом. Это то, наверное, к чему мы должны привыкать. И, в принципе, это то, что стоит обозревать, потому что на рынке он существует, продают его не в количестве одного экземпляра, а сотни тысяч штук. И в целом, думаю, что этот бренд у меня еще появится, тем более у них есть и планшеты. TCL-овский планшет, как вы помните, я разыгрываю. Кто не знает, по ссылке в правом верхнем углу посмотрите. Он не стоит своих денег, выиграть его стоит. В конце, резюмирую, я запишу для вас на улице примеры видеосъемки. И тесты игр, разумеется, будут. Смотрим. Если вы этот обзор видите, значит телефон не супер мракобесный. Про него, наверное, рассказали вам все возможные блогеры. Опять же, если я рассказываю о подобном устройстве, разумеется, я его разыгрываю. Каким образом можно выиграть? Логично, что это подписавшись на телеграм-канал. Скидок в описании. После того, как вы в него подпишетесь в комментариях под данным роликом вы оставляете свой никнейм, либо в описании к своего канала. Что это такое? Это Blackview. Blackview есть защищенный, есть незащищенный. У меня A95 незащищенный. Стоит он сейчас на Али чуть дешевле 10 тысяч. Защитная пленка снимается, остается все без защитной пленки. Олеофобка прямо кайфовая. Внешка, я бы не сказал, что дешевая, не считая тыльные части, но все равно будем все это дело носить в чехле. Обещание здесь аккумулятора на 4380 мАч, камера основная на 20 мегапикселей, фронтальная на 8. Разрешение Full HD+, и 8 гектар оперативы, 128 на борту. Как это все дело работает, мы узнаем. Я надеюсь, что хорошо, но думаю, что плохо. Пластик какой-то с виду дешевый. Ключ для извлечения сим-карт в наличии. Я надеюсь, что здесь две симки можно и карту памяти запихать. Да, по классике, либо симку и карту памяти, либо две симки. Ну ладно, не худший вариант развития событий для лоукоста. Type-C как-то странно размещено, не по центру. Блок зарядки на 18 Вт. Дело это весит 195 граммов. В целом, смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 ми-бендов 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону. Полетели. Русский язык доступен, и выбрать его можно через настройки, но он очень кривой, к сожалению. Поставляется данный девайс в черном, голубом, и последний выполнен под градиент из красного, синего и золотого цвета. Тыльная часть из зернистого пластика, как и рамка. Во всяком случае, внешне она выглядит как пластик, хотя производитель заявляет о том, что она из металла. Разбирать я его не буду, но поверим ему. Дизайн неплохой, из-за блока камер слегка напоминает смартфоны от Apple 12 серии. В руке без чехла лежит удобно, материалы тыльной части не марки, что не могу сказать о рамке. Из рук выскальзывает, на корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, более чем уверен, что в версии 2.0 по моим тестам именно так и получается. Два микрофона, динамики, основной разговорный, звучание здесь моно, далее гибридный слот на две симки и одну сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Мини-джек и ИК-порт отсутствуют, но есть светодиод в верхней части экрана, отображение заряда батареи. Заявлена защита от пота, но салазки не прорезинены, так что считайте, ее здесь нет. Кнопки имеют небольшой люфт, в целом сборка неплохая на свою цену, так скажем. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем IPS на 5,63 дюйма с разрешением 720 на 1600 точек. Матрица экрана
экрана абсолютно плоская, плотность пикселей ниже нормы 268 ppi. Пиковая яркость 400 нит. При ярком освещении, конечно же, яркости не хватает. Картинка тускловатая и четкости не хватает, но лично мне, в принципе, учитывая, что это IPS, яркости хватало при использовании за глаза. Частота обновления экрана, разумеется, 60 Гц, автояркость работает быстро, но не точно подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки бросает в теплый оттенок. Далее, мультитач есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает медленно и бывали промахи. Распознавание лица срабатывает нестабильно. Завести отпечаток одного и того же пальца нельзя. Подбородок внизу экрана есть, он заметный, как и рамки вокруг экрана. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio P70 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 2,1 ГГц. Графический процессор ARM Mali G72, интерфейс DocOS 2.0 на основе Android 11. В целом, считайте, это почти чистый Android. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.1 на 128 ГБ, имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, поддержка 4G сетей, 5G нет, версии для Европы Band 7 и 20, кстати, на борту, а версии для Америки 20-го бенда, к слову, нет. Сеть мобильную ловит неплохо, звучание при звонках нормальное, запись разговоров в стоке отсутствует. Вибра топорная, но другого я не ожидал, я думаю, как и вы. Для данного смартфона его ценовой категории хорошая, но не настраиваемая. Bluetooth старой версии 4.2, это прям FL, он не такой дорогой, могли бы запихать 5.0 хотя бы. NFC не поддерживается, Google Pay не встает, что очевидно. Возможно, в какие-то версии есть Google Pay, я не встречал. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. GPS-тест на холодную показывает точность 1 метр и при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 4380 мАч, PC-марки выдал 7 часов 15 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости. Заряжается он с 0 до 57% от родного адаптера питания за 45 минут. Полный цикл зарядки от 0 до сотки занимает 1 час 45 минут. За час игры в Genshin Impact на минимальной графике и максимальной яркости улетает 34%. Фризы, подвисание, пропадание кадров — все это присутствует. Плюс после 13 минут он сбросил яркость практически до минимума. Конечно, играть можно, но комфорта нет никакого. В танке или PUBG на минималках погонять возможно, притом без проблем. Но они много и не требуют. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Перейдем к тестам. Тротлинг тест 106 гипсов минимально, максимально 175 и в среднем 128 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в синглкоре 303, в мультикоре 1293. В 3D-марке показал Wildlife 712, Wildlife Extreme 206, Wildlife Extreme Stress Test 206, Wildlife Stress Test 710, Slingshot Extreme 1314 и Slingshot 1889. В Antutu он же выдал результат в 211 тысяч попугаев. Storage тест показал 18 тысяч, на холодную 30-минутный тест прошел не идеально, результаты вы видите на экране. Основной блок камер состоит из основного модуля и одной LED-вспышки, плюс для дизайна есть еще две затычки. Тыльная часть на 20 мегапикселей оснащена на сенсором Sony IMX376. Конечно же, он нереально древний. Запись видео доступна в максимальном разрешении в стоке 1080p 30 fps, фронталка на 8 мегапикселей, максимальное разрешение видео здесь тоже 1080p 30 fps. Различных режимов для съемки практически нет. Это вам не Realme UI и даже не MIUI. Короткие примеры вы сейчас увидите. Вот я в целом и добрался до примеров съемки суперэконома. Это, конечно, не первое мобильное устройство у данного бренда, но съемка максимум для основной камеры 1080p. Я думаю, вы видите, что ночью это одно сплошное по меркам 2022 года мыло. Как многие меня просили чуть-чуть останавливаться, фиксировать. Если вы можете что-то рассмотреть, это хорошо. Что-то он снимает. Разрешение минимальное, на больших экранах лучше не смотреть. Как работают микрофоны, сейчас небольшой ветер, вы слышите. И по большому счету, я не знаю, не худший вариант для этой стоимости, но однозначно не лучший. Тем более для основной камеры. Можно ставить на паузу, можно одновременно фотографировать. И, к слову, есть, разумеется, активация вспышки для подсветки. Но, с другой стороны, плюс, что камера не потеет. Вспоминаем Xiaomi и кое-какой Realme, правда? И вот фронтальная камера, а ее люто фризит, я ее уже пробовал, и
если остановиться и попытаться поговорить, есть ощущение, что она еще и подтормаживает. То есть я говорю, и мои губы в экране намного позже начинают двигаться. Надеюсь, рассинхрона не будет. По поводу роллинг-шаттера вам виднее, как мне многие говорят: Саня, минимальный роллинг-шаттер ты не видишь, очень часто пропускаешь, нужно ставить в супер слоумо. Неважно это все, вот так примерно снимает данный телефон. Особо растягивать примеры видеосъемки ночью я не вижу смысла. Почему? Потому что, ну, вы сами видите цвет кожи, вы сами видите детализацию и такое себе. Но главное, снимает и записывает. Еще немного фронтальной камеры. К слову, увеличение здесь максимум, что для фото, что для видео. X4 им лучше вообще не пользоваться. Примеры вы, разумеется, увидите. Разумеется, во время использования вашей фронталки вы тоже можете делать X. Зачем это кому-то нужно, учитывая качество? Я думаю, вы обратили внимание, что смысла в этом нет. И в целом, ну, девайс точно не про съемку. Я думаю, что это логично, учитывая его стоимость. Но мне кажется, что, к сожалению, скорее всего, такие девайсы будут актуальными. И мы от этого уже никуда не денемся. И очередной раз 3 часа ночи Мурина. Любимый переход моими подписчиками. Напоминаю, что здесь, если что, есть камеры. Поэтому, во всяком случае, печаль, которая может со мной случиться в это время в данном месте, будет запечатлена. Притом камер здесь прям совсем много. К чему это все? К тому, что видите, что фронталка в принципе несмотрибельная в плохих условиях освещения. Я даже боюсь представить, как это все будет выглядеть на большом экране. Но как-то будет выглядеть, и вы это увидите. День, парк, фронтальная камера. Ну, сами видите, как она снимает. В принципе, съемкой можно назвать, потому что очертания какие-то видны. Сказать, что они видны хорошо, ну нет, я не скажу. Сказать, что камера работает, работает. Ну, однозначно работает. Конечно, пересветы, конечно, какая-то лютая тема с разрешением, частотой кадров и всем остальным, потому что 1080 FPS для фронталки хоть и норма, но здесь не похоже, что 1080 было. Но, во всяком случае, она не тормозит, не виснет, и я не вижу роллинг-шаттера. Возможно, он минимальный есть, но, опять же, возможно, я его не вижу. Может быть, видите и вы, пишите. Тест автофокуса. Раз. Работает. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Абсолютно адекватно работающий автофокус. Основная камера, съемка в Муринском парке. И съемка с одной руки по поводу, разумеется, какой-то минимальной цифровой стабилизации. Я ее здесь вижу только на бумаге. Если медленно водить, остановиться, видите сами, ну, допустим, X4 сделаю, который делать абсолютно не стоит, но просто телефон. Просто звонилка, и просто можно что-то подснять. Минусы, как по мне, не хватает мини-джека, не хватает стабильности в системе распознавания лица и сканера отпечатка пальца. Минус — большие рамки, под игры, к сожалению, он не годится, только под суперлегкие. Также нет NFC. Ну и что мы хотим от бюджетника 2-3 эшелона? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, озвучивать ее смысла нет, потому что, первое, даже в долларах она может довольно резко поменяться, и второе, сейчас вроде бы идет сейл, может быть, она более-менее адекватна. Опять же, смотрите, оценивайте сами. Я, если честно, сейчас напал на ноутбуки и стационары. Подбираю себе, потому что потом может и не быть ничего. Во всяком случае, ноутбук, который я себе заказал, уже отсутствует. Продажи, в принципе, где-либо, его бренда вообще нет. Кому интересно, спрашивайте в комментах. Резюмирую, эта штука внешне похожа на iPhone 12 Pro, при том версии. По поводу того, насколько она хорошо работает, она работает. Она не люто глючит. Я встречал аппараты похуже. К сожалению, наверное, нашей действительности нужно будет привыкать к данным девайсам. Разумеется, лучше приобрести что-то топовых брендов из разряда Realme и Xiaomi. Но опять же вопрос, когда вы будете смотреть этот ролик. Опять же, я не буду каким-то образом разгружать или нагружать панику. Но если посмотреть, допустим, на ноутбуки Alienware, которые в России кончились, то можно предположить, что и со смартфонами гипотетически можно
может быть та же беда. Поэтому, если нам будут представители из Китая продавать третий эшелон и альтернатив не будет, ее можно рассмотреть, эту трубку. Плюс, всегда же все зависит от цены, потому что памяти внутренней за эти деньги довольно много. Внешний вид у него хороший. Плохого я сказать, к сожалению, наверное, или к счастью, о нем ничего не могу, потому что, да, хотелось бы 4К, да, хотелось бы лучшую камеру, стабилизация у него никакая. Да, может быть, в Antutu эти 220 тысяч баллов это маловато, а с другой стороны, за эти деньги, где мы лучшие видели? И, может быть, оно и хорошо, что крупные бренды будут каким-то образом соперничать хоть с кем-то, а не только с собой. От тех, кто купил данный девайс, девайсу да, от меня лично девайсу нет, потому что я бы все-таки покопался и взял что-то из первого эшелона, но опять же, это мое субъективное мнение. Если вы это дело купили, в принципе, вы не сильно проиграли, потому что снова за эти деньги лучшего железа не найдешь. Другое дело, что можно найти лучшее ПО с чуть-чуть худшим железом. И здесь нужно балансировать. В целом так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк за труды. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоры, может быть, планшеты или ноутбуки. Добра и удачи вам, дорогие друзья.